Привет, с вами Алексей Соболев. И сегодня мы будем тестировать это чудо наноизобретения от наших азиатских друзей. Называется оно Dual Snowboards. Как по мне, это похоже на лягушачьи лапки. Так давайте же сегодня приготовим это азиатское блюдо и прокатимся по трассе в парке, а может быть даже во фрирайде. Let's go! Это Владимир, профессиональный гонщик. Парень стал единым целым со своим гоночным аппаратом. У профессионального гонщика Владимира есть мечта купить крутой гоночный болид от Red Bull. Но пока болид от Red Bull у него только живот. Автобот разложился, ребята! Каждая поездка с Владимиром – это настоящий урок вождения. Парень каждый день пересматривает ПДД. Стоять! Ну что, друзья, мы поднялись наверх, и сейчас будет первый спуск. Мозг не сращивает. То ли он думает: Леша, ты на лыжах, то ли на сноуборде, то ли ты вообще просто в кроссовках скользишь по этому склону. Но вообще должно быть такое, как будто ты на сноуборде. Блин, ноги болтают в разные стороны. Я себя чувствую как новичок. Очень хочется покарвить на этой штуке, но я пока не понимаю, как. Закантовать. Вот мы и закантовались первый раз. Сейчас еще раз. Эта херня ноги не держит вообще. То есть они болтаются вот так вот. Что ж такое-то? Не могу закантовать ее. Я так не напрягался, я не знаю, с момента, когда я только начинал кататься на сноуборде, когда я отбил в себе все, что можно. Чувствую себя реально как новички. Вот здесь надо аккуратно. Блин, очень сложно эту херню закантовать. У меня голеностопы так напрягаются. То есть я прям вот, у меня получаются повороты, но тело неистово напрягается. Закантовать эту херню сложно. Нам нужен более зеленый склон. А реально сложно, потому что длина рабочего канта очень маленькая. То есть у вас канты вообще не впиваются, не работают. Ноги просто бетонные. О, карвинг! Это карвинг! Мне кажется, у меня получился карвинг, реально. То есть у тебя ноги постоянно разъезжаются туда-сюда, и тебя необходимо так филировать. Эти доски, чтобы прогружался кант, и ты ехал. Это нереальная задача. Я вообще не понимаю, что это за лягушачьи лапы. У меня просто ноги в разные стороны. Мы еще не заезжали с вами в сноуборд-парк. Это наш первый спуск. Что будет дальше, я боюсь представить. Надеюсь, я останусь в живых. Опа! У-ху! О! Качаем тазобедренные мышцы. Опа! Но если, ребята, вы не хотите ездить по склону так же, как Ротрак, то вам помогут мои видеокурсы по сноуборду. У нас много бесплатных обучающих программ, которые подойдут новичкам, чтобы освоить базовые повороты, более опытным райдерам, для карвинга, флэт-фристайла, фрирайда. Если не знаете свой уровень, мы поможем вам его определить. Все ссылочки на бесплатное обучение находятся в описании к этому видео.
Ребят, я в детстве катался на агрессивных роликах, там скользил очень много. И там как раз стойка сноубордическая, и у тебя ноги разъединены. Я так это ощущаю, настолько сильно это помогает. Второй спуск сейчас начинается, и уже намного увереннее себя чувствуешь, тебя начинают кружить, чувствуешь конты. Но странное ощущение. Давайте дальше будем совершенствовать технику. Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Сказал, лучше получаться стало. Оп, оп. Опа. Нужен все-таки накат. Реально нужен накат. Чуть-чуть надо раскататься. Это же мой первый раз. Тут с каждым спуском прогресс. Привет, Джек. Такое ощущение, что не затянуты. Ну да, крепления не затянуты. Ну что, я думаю, надо попробовать и проехать по первой джибовой фигуре. Это опасно, я вам серьезно говорю. Я долечу вообще. Считаю, что был трюк на 3 лягушачьих лапки из 5. Констатирую факт, что нам пока рано. Не твой уровень, дорогой. Figured out I went the wrong route, so I got with a sick tight click and went all out. Catching keys from 4 C's, rolling in MPVs every week. Надо ехать из большого парка в маленький, где тренируются дети, и все-таки освоить азы дуалбординга. Перемещаемся в новый парк. Ну что, попробуем какие-нибудь флэт-трюки? Друзья, я решил разыграть эти чудо-лапти, лягушачьи зеленые лапки. Любой из вас может их получить. А также в розыгрыше будут участвовать наши маски горнолыжные. И все это будет происходить в телеграм-канале, естественно. Все условия находятся там. Соболев Сноуборд. Либо просто в поисковик вбиваете, либо по ссылке в описании к этому видео. Переходим, участвуем и наслаждаемся. Вот такой трюк еще был. О! Спуск! Фрирайд! Мой первый фрирайд. Могу ли я? Сейчас мы это узнаем. Прикиньте, тупо зажевывает и не едет. Нужно прям на задней ноге сидеть. Они в мягком снегу проваливаются и не едут тупо. Закантовать эти лапти реально очень сложно. Кстати, про канты, точнее про кант. У меня есть специальный промокод в магазин Кант, чтобы вы могли обновить свое снаряжение. Дает хорошую скидку до 20%. Промокод ищите в описании к этому видео. Пешеход на трассе, пешеход на трассе. Срочно вызываем полицию трассы. Let's go! Ребята, вот так новички ломают себе руки. Врача, врача, позовите врача. Прям упал на заднюю руку. Заодно показал вам, как не нужно делать на сноуборде. Ну что, мы с вами докарабкались до парка. Из-за того, что площадь этих снегоступов, я бы так назвал, маленькая. Снег растаявший, и они проваливаются в снег. Нельзя набрать скорость. Это, конечно, фейл. Давайте предварительно. Вот сейчас начнем кататься в парке, прикатываться. В целом, чтобы кататься по склону, можно нормально натренироваться вообще без проблем.
но контроля вы не будете получать от слова совсем. То есть это история, когда в любой момент ноги могут разъехаться, то вы на одной ноге, то на другой. Площадь этих снегоступов маленькая, соответственно, вас постоянно в разные стороны раскидывает. Конечно, эта история чисто для того, чтобы снять один видос вот с этой хероборой и больше ничего. Кататься на постоянке на них — это просто мучение. Но если вы хотите накачать свои ножки и ягодицы, рекомендую покупать Dual Snowboards, кататься, вкачивать жопу. Ну а мы сейчас будем тестить этот мини-сноупарк. В весеннем снегу, конечно, определенный плюс. Мне бы хотя бы заехать. О! Пробуем трешечку. Да что ты не едешь? Икса дал жесткого, да? Ну, начинаешь в парке прикатываться, если бы не было мягкого снега, конты бы как-то более-менее цеплялись, но слава богу, что здесь есть мягкий снег, он... Бам! Я хоть могу падать и не париться. Сколько еще трюков нас ждет сегодня, друзья, я не представляю вообще. Меня как пропеллер крутит на приземлении. Сколько я накрутил, пишите в комментариях. 1000 градусов, 1800 или цифра начинается с двойки. Если был бы лед, меня бы уже увезли отсюда. Вот он и первый шпагат. О! Надо записаться на растяжку, ребята. Ну что, настало время попробовать даже не фронтфлип, а может быть, как это, рандат будет называться. Автобот разложился, ребята. Сегодня палящее солнце, обязательно нужно использовать маску. Смотрите, какая красотка на мне. Моя любимая маска, я в ней катаюсь уже 5-й сезон, видимо, прошел. Я уже сбился со счету. Мы сами их производим, поэтому могу ее рекомендовать. Просто душевно, сочная цена, офигенный угол обзора, линзы на магнитах. Раз-раз сняли, поменяли, например, да? Видели, да, сколько раз я падал сегодня? Линза ни разу не отлетела, держится максимально плотно. Ну и самое главное, крутая вентиляция. Сегодня плюсовая температура, маска ни разу не запотела. Вот, собственно, и все. По ссылочке в описании. Приобретайте и наслаждайтесь катанием в горах. Ах ты ж, на руку упал. Не забываем про розыгрыш этих дуалбордов и моих горнолыжных масок в моем телеграм-канале. Совсем скоро кто-то из вас сможет также кувыркаться на них в парке. Уроки акробатики от Соболя Алексеева. Никогда не делайте и не повторяйте такое. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I will flow off and try to get the dough off. Sticking up right boys and bull. Когда за окном минус 10. Вот и закончился день, и я протестировал эти бархатные тяги. Можно сказать одно: какой-то больной азиат придумал этот дуалборд, потому что эта херня абсолютно не работает. Это даже полдня покататься, это абсолютное мучение и падение. Я не знаю, кто-то на постоянке
тренируется же на этом, да? Катается в парке, на трассе. Как по мне, это такая хрень, на которую можно смотреть только по видео в интернете. Самим пробовать это я никому не рекомендую. О, даже не знаю, будет ли выпуск второй части, но ощущения неоднозначные. Как бы что мы будем тестировать в следующий раз? Давайте. Мы уже делали краш-тест безумного дешевого сноуборда. Мы уже протестировали дуалборд. Что еще вам нужно? Пишите в комментариях, поддерживайте канал, лайки ставьте. Кто, кстати, не подписался, обязательно подписывайтесь. Много будет еще интересного, развлекательного и познавательного контента. Все, всех обнял, всем пока.